Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю самый вкусный говяжий гуляш с картошкой. Блюдо такое простое, но при этом насыщенное, сытное, очень ароматное. Оно идеально подойдет для теплого домашнего ужина. Мясо получается такое нежное, оно буквально тает во рту. Для рецепта мне понадобится Для рецепта я буду использовать говяжью вырезку. И, кстати, я с нее срезала жилки и поставила из них вариться бульон. А вы так делаете? Бульон всегда пригодится. Посмотрите, вот я срезала вот такие жилочки. И этот говяжий бульон я потом буду добавлять в мой гуляш. Также у меня здесь одна луковичка. И я положила немного сельдерея. Получится очень вкусный бульон. Конечно, если вы не хотите использовать бульон, можно просто будет заменить его водой. Но на мой взгляд, с бульоном гуляш получается намного вкуснее. Вообще для рецепта этого тушеного мяса подходит любой кусок, потому что даже если здесь есть какие-то жилочки, мясо долго тушится и оно все равно будет очень нежным и мягким. В тарелку высыпаю муку и все кусочки мяса обваливаю в муке. Готовить гуляш я буду вот в такой чугунной кастрюле. Хорошо ее разогреваю. Лучше всего использовать кастрюлю или сковородку с толстым дном. Наливаю растительное масло и теперь обжариваю в масле кусочки говядины со всех сторон на большом огне. Как только мясо обжарилось, снимаю его в тарелку. Отправляю обжариваться следующие кусочки. Средними кусочками режу чеснок. Также режу лук. Морковь режу средними кубиками. И также порежу 4 небольших стебля сельдерея. Конечно, если вы его не любите, вы можете пропустить этот ингредиент, но на самом деле сельдерей придает такой благородный вкус блюдам. Обязательно попробуйте. И к тому же он полезный. Пишите в комментариях, любите ли вы сельдерей, используете ли его в блюдах. Я снова разогреваю кастрюлю, наливаю растительное масло. Я обжариваю в той же кастрюле, где обжаривала мясо, но я ее помыла, так как у меня мука немного обгорела, и я не хочу, чтобы обгорелая мука была в гуляше. Это не так вкусно. Также я добавляю небольшой кусочек сливочного масла и отправляю обжариваться. Сначала чеснок до такого легкого приятного аромата. Добавляю лук, обжариваю его до легкого золотистого цвета. Добавляю морковь, также ее обжариваю пару минут. Добавляю сельдерей. Выкладываю томатную пасту и ее обжариваю. Обязательно обжаривайте томатную пасту, тогда она будет очень вкусной, уйдет такой металлический привкус. Вот когда почувствовала, что приятно пахнет томатами, перемешиваю пасту с овощами. Бульон я процедила через сито в кувшин. Добавляю немного бульона и перемешиваю. Огонь делаю тише и выкладываю в кастрюлю мясо. Конечно, выливаем и сок, который здесь образовался. Добавляю соль, черный перец. Конечно, все это делаем по вкусу. Также вы можете использовать любые специи, какие вам нравятся. Я добавляю сушеный чеснок, кориандр и копченую паприку. Перемешиваю.
И вливаю оставшийся бульон. Делаю огонь тише, добавляю лавровый листик. Закрываю крышку и тушу мясо на небольшом огне примерно 1 час. Конечно, периодически поднимаем крышку и проверяем, чтобы не выкипел весь бульон. Гуляш тушится у меня уже примерно 1 час. Самое время добавить в него картофель. Сколько картофеля добавлять, решайте сами. Хотите больше мяса, хотите больше картофеля. Я разрезаю не слишком крупно, чтобы картофель готовился быстрее. И теперь тушу мясо с картофелем до полной готовности картофеля. Еще примерно минут 20-30. Порежу немного зеленого лука и укроп. Вот такой шикарный гуляш получился. И, конечно, сразу подаем к столу. Кстати, лавровый листик из гуляша можно достать. Друзья, сказать, что это вкусно, это ничего не сказать. Мясо просто нежнейшее. Обязательно приготовьте такой замечательный гуляш. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Языков «Позитивная кухня». Всем пока!